Привет, друзья! Российские механики рассказали об особенностях ремонта танков и их поломках. Ремонтные бригады осуществляют полевой ремонт российской военной техники круглые сутки. На данный момент это самое подробное интервью о ремонте и поломках российских танков. В эту область башни прилетел дрон камикадзе, прожег броню кумулятивной струей. Поменяли два прицела, ночного видения и основной прицел. Танчик вышел из ремонта. Мы постоянно работаем, 24/7. В основном то, что пробивают радиаторы, двигатели, естественно, механику приходится быстро откуда-нибудь уезжать, и он тоже не вариант останавливаться, чтобы двигатель сберечь, и из-за этого вытекает охлаждающая жидкость, и двигатель перегревается. То есть в основном перегретые двигатели, повреждения башни, какие связующие элементы, катки, а так в основном только такие повреждения. Самый тяжелый — это ходовая часть, особенно если там деталь какую-нибудь замяла, торсион или что-нибудь, то есть это тяжело вытащить, заменить его. Самый легкий, наверное, это замена двигателя. В двигателе электрики мало, то есть тут в основном механика, тут не зависит что-то от провода, тут в основном шестеренки, поэтому это намного легче меняется. Неважно в какое время года, неважно когда, то есть всегда есть работа, то есть постоянно. Потому что это все равно, это военная техника, она постоянно находится в движении, постоянно где-то ездит брод, преодолевает, еще где-нибудь деревья валит, постоянно что-то с ней случается, и постоянно ее надо ремонтировать. Специфика работы в основном найти неисправность. Устранение неисправности происходит быстро. То есть неисправность, проблему найти. Это как в стоге сена иголку ищешь. Согласно схеме прозваниваешь, выявляешь то, что неисправно в этом блоке, и уже устраняешь. Я могу также выйти на технику, там что-то исправлять, ремонтировать. Были машины, допустим, погоревшие, то есть из-за действий боев, то есть, допустим, снаряд пробил броню, и там возгорание произошло, и пришлось, допустим, идти туда проводку восстанавливать. Основной причиной выхода из строя является как раз таки влага. Даже, судя по вашему камере, тоже была такая проблема. А работая с оптикой, допустим, ремонтируя прицелы, там недопустимо присутствие влаги на линзах и тому подобное, на зеркалах. Хотя устанавливается специально осушитель в прицел, придумана система обогрева этих линз, то есть в самом прицеле, но присутствие влаги недопустимо, потому что выходит из этого сам прицел. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветимся.